Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о препарате. Препарате Бетагистин, который так часто назначается людям, жалующимся на головокружение. Но дело в том, что не надо его так часто назначать, потому что не всегда это средство выбора, не всегда он так хорошо работает. Поясню, что это международное непатентованное название, за которым скрываются самые разные торговые наименования препарата. Да, улучшается кровоснабжение во внутреннем ухе, влияет на гистаминовую систему, изменяет возбудимость вестибулярных нейронов. Действительно улучшается состояние у пациентов, которые испытывают головокружение. Но опять но. Давайте посмотрим на показания к назначению этого лекарственного средства. Во-первых, это болезнь Меньера. Напомню, что бетагистин назначается очень часто. А распространенность болезни Меньера от 3 до 500 случаев на 100 тысяч населения. Много или мало? Все-таки это не настолько распространенная проблема, с которой встречается прежде всего оториноларингологи, лор-врачи. Второе назначение – это симптоматическое лечение вертиго, вестибулярного головокружения. И вот тут-то на этом ловятся наши врачи. Они назначают налево, направо бетагистин, считая, что он поможет практически любому человеку с головокружением. А это не так. Есть и противопоказания для назначения бетагистина. Это феохроматостома. С осторожностью это лекарственное средство надо назначать у людей с проблемами в желудочно-кишечном тракте. Не назначается беременным женщинам и много вопросов по назначению этого лекарства детям. Так вот, почему бетагистин не всегда работает и его не надо принимать пациентам со всеми типами головокружения? Позиционное доброкачественное головокружение купируется специальными лечебными маневрами. А ведь доброкачественное головокружение – это самая первая причина, с которой обращается пациент, испытывающий это неприятное ощущение. У меня кружится голова. Позиционное постуральное перцептивное головокружение, при котором также многие врачи назначают бетагистин, абсолютно другие методы лечения у этой патологии. Это работа с психиатром, психотерапевтом, назначение противотревожных препаратов, антидепрессантов, рациональная психотерапия, но никак не бетагистин. Наконец, головокружение, которое испытывают пожилые люди зрелого возраста, которые говорят о том, что у них кружится голова, при детальном расспросе оказывается, что дело вовсе не в том, что у них какая-то проблема с вестибулярной функцией. Причина их ощущений совершенно в другом, так называемом disconnection синдроме, синдроме разобщения. Но об этом вы можете посмотреть у меня на YouTube-канале, есть ролики, посвященные этой проблеме. Стоимость бетагистинов, самых разных, колеблется от 100 до 500 рублей. Почему я об этом сказал? Все-таки я предпочитаю обычно использовать оригинальные препараты, проверенные, прошедшие через горнило и сито клинических исследований, серьезных научных проектов, которые посмотрели и эффективность, и безопасность препарата. Зачастую дженерические бетагистины не обладают той эффективностью и, важно, безопасностью, которая свойственна оригинальному препарату. И здесь очень простые фармакоэкономические исследования, которые проведены были и не только в нашей стране, и за рубежом, которые показали, что да, у дженерика бетагистина небольшая цена. Но для того, чтобы достичь эффекта при той же болезни Меньера, нужно использовать препарат совершенно в другой дозе, и длительность этого курса будет иной. У нас на YouTube-канале есть отдельный выпуск, даже серия выпусков, посвященная дженерикам и оригинальным препаратам. Вы можете посмотреть детальное разъяснение по этому вопросу. Вывод такой, что лучше использовать оригинальный бетагистин, чтобы добиться за короткий период времени максимальной эффективности при наличии достойной безопасности. И еще очень важный момент – дозировка. Очень часто и пациенты, и врачи опасаются использовать высокие дозы бетагистина. В рекомендациях по лечению это 48 мг, 24 мг утром и 24 мг вечером. Но в современных исследованиях показана эффективность бетагистина и в более высоких дозах. Но парадокс – назначают и 8, и 16 мг бетагистина. В итоге мы не получаем эффективного ответа на этот препарат. И говорят, бетагистин не работает. Даже в тех случаях, когда у пациента классическая болезнь Меньера. И в заключение я хотел бы порекомендовать нашим пациентам. Пожалуйста, внимательно изучайте инструкцию по применению препарата. Дозировка, побочные эффекты, особые указания к назначению препарата. Все это очень важно. Да, вы можете сказать, мне же врач назначил его. Но я все-таки рекомендую, чтобы каждый из нас с вами заботился о своем здоровье и внимательно относился к тому, что он будет принимать внутрь. Какое лекарственное средство.
какой может быть эффект и какие побочные эффекты у него. Будьте, пожалуйста, здоровы. До новых встреч.